Арестанты-мусульмане в Татарстане вынуждены отказываться от приема пищи и голодать. В СИЗО их кормят пищей с добавлением свинины. Об этом сообщил правозащитник и адвокат Руслан Нагиев. По его информации, в частности, в следственном изоляторе номер 5 города Чистополе, где находится его подзащитный, нарушаются конституционные права верующих. В связи с этим Нагиев обратился с жалобой в прокуратуру. Буквально на следующий день мой подзащитный сообщил мне, что сотрудники следственного изолятора взяли у него письменное объяснение, где он подтвердил, что действительно на обед ему, дают свинину, утром кашу, он ее кушает, а в обед свинина. И он ее не употребляет, так как является мусульманином. Давление на него никогда не оказывалось, но свинину он есть не может. После получения объяснения мой подзащитный сказал, что сотрудники следственного изолятора пообещали, что заменят свинину на приемлемую пищу. Кроме этого, адвокат напомнил, что люди, содержащиеся в СИЗО, не являются осужденными. Они ожидают вынесения приговора, который может быть и оправдательным. Хочу отметить, что следственно арестованные, которые содержатся в следственном изоляторе, не являются осужденными. Это обвиняемые, которые ожидают приговора суда, и приговор может быть и оправдательным. В УФСИН по Татарстану, в свою очередь, опровергли обвинения адвоката Руслана Нагиева о дискриминации осужденных мусульман в отношении питания. Они объяснили, что в изоляторе свинина в рационе заключенных мусульман появляется в полном соответствии с законом. Так, при обеспечении арестованных едой в УФСИН руководствуется постановлением правительства Российской Федерации о минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также приказом Минюста России об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены продуктов питания другими, уточнила пресс-служба регионального УФСИН. Как объективно отмечал адвокат Нагиев, содержащийся под стражей еще не означает, что он признан виновным. В любом случае, как у первого, так и у второго, есть право на требование питания в соответствии с религиозными убеждениями. Еще в 2017 году член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко пожаловался президенту России Владимиру Путину на допускаемые, по мнению правозащитника, нарушение прав заключенных мусульман. Он утверждал, что есть масса свидетельств того, что их насильно кормят свининой. Тогда Путин признал, что это направление требует дополнительного внимания. Однако, как показывает случай в Татарстане, ситуация требует более кардинального подхода со стороны государства. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.